Часто в интернете задают вопросы про болезни собак, такие как энтерит. Ну, это самое распространенное, наверное, и сильное заболевание собак, которое тяжело лечится. Расскажу на своем опыте, как я с ним столкнулся и как мне удалось его победить. Победить не то, что вообще у меня собаки сейчас им не заболевают, а именно вылечить собаку, которая заболела энтеритом. Ну, во-первых, начнем с того, что энтерит это считается инфекционным заболеванием. Я сам не врач, не ветеринар, но считается, что это инфекционное заболевание. В моей практике было, что энтеритом заболели 2 щенка. За все время у меня энтеритом болело 2 щенка. Первый щенок заболел энтеритом после длительной дороги. После того, как мы с Белоруссии, я привез щенков до дома, мы ехали порядка 2 дней, ну и, видимо, у щенка на фоне стресса развилось вот именно это заболевание. Вылечить удалось первую собаку, это Найда была, вылечить щенка удалось довольно-таки приложив большие усилия и немало денежных средств. В одну клинику возил, в другую клинику возил, но потом остановился на одной клинике, оставил там собаку и вышло, очень дорого по деньгам. И в тот момент я понял, что заболевание это достаточно серьезное, и чтобы выходить собаку, необходимо приложить немало сил. После этого у меня от белки был помет и заболел один щенок, которого я себе оставил. Это был последний из помета, всех уже разобрали, причем они не болели, насколько я знаю, а у меня именно случилось точно те же симптомы у собаки были. Я сразу понял, что это энтерит, и вообще первое время я хотел не маяться, убрать этого щенка, потому что он был последний из помета, у меня на него было, не было у меня много надежды на него, но все-таки жена мне сказала, что сначала нужно вылечить, а потом убирать, поэтому давай лечи. И прошло все намного лучше, я отвез собаку вечером в клинику, а через 2 дня мне уже позвонили и сказали, что собаку можете забирать, все хорошо, у нее все наладилось и можно уже все дома долечиваться, прописали еще какие-то таблетки и все. То есть не нужно отчаиваться, если у вас появились у собаки, у щенков симптомы энтерита, не нужно отчаиваться. В принципе, сейчас это уже достаточно много различных форм лечения. И в клиниках, у каждой клиники, правда, своя форма лечения, свои таблетки, свои лекарства. Но, тем не менее, даже самому, я думаю, что можно попробовать вылечить эту болезнь. Несколько примеров и неплохих видео есть в интернете, как другие охотники это делают, и довольно успешно. Но не всех, конечно, получается, может быть, вылечить, потому что я еще раз повторю, что заболевание серьезно, но тем не менее, что даже если у вас щенок заболел, не стоит отчаиваться, и можно с ним справиться.